Представители знака зодиака Весы. Весы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, декабрь 2023 года. Последний месяц уходящего года. Мы подводим итоги и строим планы на будущее. В декабре мы невольно будем словно оборачиваться назад, сравнивать, анализировать какой-то предыдущий период. И эти размышления нам необходимы, чтобы либо с чем-то определиться, сделать какой-то окончательный вывод или принять важное решение. Такое состояние будет отчасти обусловлено планетарно, ретроградностью планет. В течение последних месяцев в знаке зодиака Телец две серьезные планеты, как Уран и Юпитер, находятся в ретро-движении. И это продлится до конца 2023 года. И плюс к тому еще и Меркурий, который с 13 декабря тоже уходит в ретро-движение в знаке зодиака Козерог. И надо сказать, что 23-й год начался ретро-движением, опять же, Меркурия в знаке зодиака Козерог, и заканчивается год все тем же Меркурием в ретро-движении и тоже в Козероге. Поэтому неизбежны какие-то вопросы, которые на оси отношения и финансы. То, что было на начало года, в конце года мы будем анализировать. Туда ли мы приложили усилия, сколько было потрачено, может быть, энергии, может быть, финансов, может быть, и душевных наших сил, и какой эквивалент мы из этого получили. И, видимо, это будет совершенно необходимо для того, чтобы взять какой-то правильный ориентир на 2024 год. Давайте мы спросим у карт. У нас две колоды. Колода золоченого таро и иллюминатов. На золоченом таро мы по сферам жизни детализируем более позиции и посмотрим энергии. А у таро иллюминатов спросим, зададим основные вопросы. И первое важное событие или что для вас, мои дорогие весы, в центре внимания в декабре. Каков он этот период? Важное событие. Что будет радовать и помогать вас в декабре? С какими неожиданностями вы можете столкнуться? Какие возможности будут у вас в декабре? Достанем карту «Что скрыто». Может быть, чему-то вы не придаете значения. Может быть, кто-то скрывает. И по основным сферам жизни, дела, работа, бизнес. Давайте мы узнаем, что денежная энергия и личная жизнь. Итак, важное событие. Вот интересно, мои дорогие, сейчас только что Деве перевернулась эта карта, праздник. Вообще много позитивных карт на декабрь месяц в целом для всех знаков зодиака. И правда, постепенный выход из ретро-движений будет нам давать, знаете, какую-то более спокойную обстановку, когда больше поводов для вдохновения и оптимизма, когда хочется уже радоваться. И у вас выпадает карта праздника, поэтому как минимум хоть один, а то и несколько вопросов вы решите так, когда вы останетесь довольны. И у кого-то это может означать в личной жизни, а у кого-то из вас все-таки этот праздник, может быть, меняется одна сфера жизни, но словно открываются и новые перспективы по другим каким-то позициям, которые для вас тоже очень значимы и важны. Хорошее настроение, мои дорогие, и повод для оптимизма, это правда. Давайте посмотрим, что же будет радовать, хотя нам уже сказали. И тем не менее, много информации. Знаете, будет радовать где-то динамика. Но по пятерке жезлов важно не зазеваться, потому что я называю эту карту информационного хаоса. Иногда проигрывается режим многозадачности. Но может быть в позиции, что вас радует. Это драйв. И вам этот драйв декабрьский понравится. Может быть, когда вы умеете переключаться с одного дела на другое достаточно быстро, быстро анализировать, быстро приходить, уравновешивать словно какие-то ситуации, даже сложные. И, может быть, благодаря своим личным качествам вы будете очень востребованы, потому что по пятерке жезлов иногда нам показано как будто соревнование или противодействие. Вы, может быть, будете как третейский судья. Может быть, именно вот эти возможности ваши будут востребованы по вашему месту службы, работы и оценены, соответственно, что вам тоже прибавит бонусов и баллов как будто. Но каким-то образом карта информационного хаоса для вас проигрывается в
плюс, как будто вас это будет радовать. Может быть, вы правильно увидите какую-то ситуацию, интуитивно прочувствуете ее, но может еще и, знаете, означать, если была какая-то пауза или какое-то дело словно, ну не сдвигалось с мертвой точки. Скорее всего, ну, что-то придет в движение. Карта не говорит о выводе или итоге, но вот как раз о какой-то быстроте или то, что нет какой-то рутины или болота стоячего, может быть, если оно было прежде, то это точно. Вас это радует. Ну, давайте посмотрим, какие неожиданности, с которыми мы можем столкнуться. Ну, вот так. Вообще, карта старшего аркана Колесница сама по себе неожиданность. И это старший аркан, это проиграется в любой сфере жизни. Может быть, так и проигрывается пятерка жезлов. Тут такой драйв, как раз, с учетом Колесницы, когда не в одной сфере жизни, а по нескольким позициям какие-то перемены. По карте Колесницы нам говорят: отпускай прошлое, оно не имеет значения. Что там у тебя не получилось, или с кем ты не договорился, или прежние паттерны в отношениях, или сами по себе отношения. Тут что-то меняется, мои дорогие весы. И встречай все новое, что приходит на твой порог. Не будет, как прежде. Для кого-то из вас в неожиданностях может быть как смена работы, поездка куда-то, переезд, может быть, даже далеко. По этой карте мы можем решить учиться, обучаться чему-то новому, потому что для нас это необходимо. Или, может быть, это вот та информация, которую случайно вы получаете, и у вас возникает интерес к какому-то делу, и вам захочется это продвигать. Тогда я могу предположить, вас настолько какое-то новое дело может увлечь, что вы с головой туда уйдете. И это будет для вас, знаете, как, ну, своего рода рассвет внутреннего оптимизма и какого-то более позитивного отношения к миру, когда нам именно хочется что-то уже предпринимать, узнавать, когда, опять же, повторюсь, но правда, вторая карта нам об этом, нет болота. Правда, праздник есть, это определенно. Давайте мы посмотрим, какие же тогда возможности. У кого-то проиграется эта колесница, вот интересно. Эта колесница проиграется как переезд или поездка с человеку, если вы были на расстоянии, или встреча с ним, может быть. Вы будете готовиться, может быть, какие-то, ну, такие подготовительные мероприятия, причем самые разные, которые придется осуществить или найти нужную информацию, как обустроить это дело. Для кого-то из вас это, если мы говорим возможности, по этой карте нет страсти, но есть взаимопонимание, надежность. Есть то, когда мы доверяем, те отношения, нам пара показана, когда люди понимают друг друга без слов. Они интуитивно, словно друг друга считывают. И Кадуцей, который изображен в верхнем правом углу, говорит о божественном благословении. Вы знаете, вот какие возможности, как будто, может быть, это и новое знакомство, и пусть нам, повторюсь, не про страсть, может быть, какая-то дружба, даже начинается с дружбы, а в последующем как будто мы не забегаем вперед, не сравниваем что-то с предыдущей ситуацией, но возможность быть счастливым, мои дорогие весы, не упустите чего-то. И ведь, правда, возможности к нам приходят совсем не так, как мы их ждем или представляем. Поэтому каких-то себе паттернов, шаблонов определенно ставить не рекомендуется. Да и умение со всеми договориться, вот то, что я перечислила по пятерке жезлов, ваша дипломатия тоже вам откроет новые возможности. Вот это тоже будет для вас со знаком плюс. Давайте, что скрыто? Правда, обучение. Но в целом это карта экзамена. И у кого-то буквально наяву экзамен. Кто-то сдает на права, кто-то учит язык, кто-то заканчивает курсы или собирается на них, кстати, идти, да, и обучаться в дальнейшем. Но это еще и экзамен жизненный, когда заканчивается один этап, вот как по аркану Колесница, и мы переходим на новый уровень, к новым победам, к новому статусу, к изменениям в целом в жизни и быть открытому. Правда, может быть, не отказывайтесь от какой-то вашей истории дружеской, которая, ну, была какое-то время непонятна или стояла на паузе. Нужно разобраться с чем-то, понимаете? Может быть, для кого-то из вас тройка пентаклей еще означает, если мы говорим про обучение, любые знания, которые мы положим в копилку успеха в последующем, мы можем как будто
увеличить наш финансовый доход. Все-таки это у нас пентакли. Поэтому обучайтесь, мои дорогие. Если вас какая-то, мы говорим, словно мысль осенила, да, определенно ее надо додумать. Она не просто так пришла в вашу голову. Как будто вы даже можете из воздуха в последующем сделать деньги. То есть из какой-то идеи, из мечты воплотить что-то в реальность и остаться довольным вообще в принципе как и своим статусом, так и финансовым положением. Разворачивается словно колесо вашей истории, вашей судьбы. И тут важно чего-то не проспать или не оценивать какие-то изменения по прежним позициям, может быть так. Дела, работа, бизнес, король кубков. Личная история, может быть, правда, подготовка документов или у кого-то решение вопросов финансов с финансами. По этой карте есть еще и такой момент, что придется переключаться в целом между двумя энергиями. Ну, где-то эмоции наши и холодный рационализм. И вот там, где нужен логика, рационализм, там не должны помешать эмоции. И наоборот, там, где вопросы дружбы, любви, не следует быть чересчур рациональным. Вовремя, опять же, переключаться всему как будто свое время. Это так в целом говорит карта. Тогда будет где-то и праздник. Какой бы вопрос вы ни решали, вам удастся это решить благодаря именно вот такому рациональному использованию своих возможностей и талантов. Финансы, новые способы заработка по тройке жезлов – это всегда прогресс. У вас две карты прогресса. Для кого-то проиграется, как и новое начинание, или какое-то ваше хобби, новый проект, новое творчество. Или, может быть, творчество старое, а вот что-то, какая-то идея у вас по-другому сделать. Может быть, в каком-то другом стиле написать музыку, картину. Или, если вы пишете книги, значит, в другом жанре. Или, есть элемент, может быть, обложку заказать у другого автора для этой книги. Все что угодно, понимаете? Но есть элемент новизны. И как будто, опять же, не гоните эти мысли. Они определенно тянут за собой какой-то прогресс. Вот то, что у нас в ментальности, наша задача в декабре допустить или сказать самому себе, а ведь это на самом деле может быть, если я сейчас приму некоторые шаги, может быть, на начальном этапе я узнаю, как это начать осуществлять. И постепенно это вот как будто веревочка, ниточка потянется, и вы придете к какой-то реализации. Это самое начало чего-то. Но тут важно и изучить, но где-то и не поторопиться. По тройке жезлов это карта стабильности, когда у нас все под контролем. И раз это на финансы, я могу сказать, что в декабре деньги будут. Но как будто тут больше вас все время на перспективу. Все карты практически ориентируют, мои дорогие. Весы, будьте внимательны. В личной жизни. А тут какая-то первая победа, какое-то недопонимание. У кого-то могла быть грустная история. Кто-то сожалеет из вас о скоропалительно сделанных вами выводах или каких-то действиях. Что есть, то есть. И с одной стороны, карта говорит, не увеличивай дистанцию, если был какой-то конфликт. Больше мы тут где-то можем договориться с учетом тройки кубков. А для кого-то из вас, если был, прежние отношения как сложные или любовный треугольник, то здесь тоже вы будете так... Я не могу сказать, что это выбор, но как будто карта предусматривает, что мы с чем-то должны определиться. Не дистанцироваться, не уходить, может быть, от вопроса, но и в то же время не затягивая до бесконечности какую-то патовую ситуацию. Нам придется быть дипломатом, потому что говорят, как будто не поддерживай этот конфликт или не поддерживай противостояние, договариваться придется. Это может касаться тех людей, с которыми прежде были отношения, и нам говорят по тем или иным вопросам, ты неизбежно еще с этим человеком столкнешься. Поэтому делай что-то тоже на перспективу. Немножко думай, чтобы тебе потом было спокойно встретиться и какие-то еще вопросы обсудить. Чего угодно может касаться, но здесь больше такое состояние, может быть, на начало декабря, когда мы недовольны своей личной жизнью. Я понимаю, что это не для всех проиграется, поэтому давайте 3 последних карты мы раскроем в золоченом таро. Итак, если мы говорим про работу, точнее, давайте мы посмотрим по вашему теперешнему месту работы или основному месту работы. Есть какие-то перемены, правда? Тут хочешь, не хочешь, будут перемены. Может быть, руководство меняется, законы меняются.
меняются какие-то положения, правила, или график работы меняется, или вы сами захотите делать карьеру, или что-то изменить, или, кто знает, уйти вообще на другую работу. Давайте мы дополнительный, как бы, ваш труд или ваша деятельность, что там, если кто-то работает на двух работах. А вот интересно, вот как раз эта пятерка мечей и может проиграться в том, что я уделял внимание какому-то делу или проекту, у меня не получилось. И меня это чувство, как, ну, разочарование, захватило настолько, что света белого не вижу, буквально так у кого-то. Может быть. И не мешайте себе по пятерке мечей. Здесь нужно в себе не сомневаться, но и никому ничего не доказывать. Но всегда любая пятерка – это мелкая карта, раз, и какое-то недопонимание, как будто два. Самое главное – не расширять дистанцию конфликта. Может быть, на второй работе есть конфликт как таковой, с кем-то вы не договорились, и что тогда? Ну, король мечей ведь это ваша карта, мои дорогие, поэтому вы найдете способ уладить или решить какой-то вопрос, может быть, на второй работе, или, ну, по какому-то еще способу заработка. Есть вопросы отчасти с деньгами или с какими-то проплатами. И здесь, опять же, раз выпал король мечей, мы можем что-то как и согласовать, так и решить тот или иной вопрос. Это ваша карта, но благодаря рационализму или каким-то другим совершенно методом. А если необходимо, значит, нужно воспользоваться консультацией, может быть, даже и юриста, чтобы что-то просчитать. Как будто, ну, не должно быть белых пятен, понимаете, которые могут нам о себе напомнить через какое-то время. Давайте посмотрим на финансы. Основной источник заработка, будь то это получение пенсии, пособий, работа ваша основная, деньги будут, все под контролем. Все, в принципе, деньги будут, нам и об этом и говорят, если мы смотрим на финансовый успех. И вообще у вас все под контролем, потому что ведь король Пентаклей – это тот, кто надеется сам на себя, тот, который, ну, готов к любым неожиданностям, и он как будто имеет не один вариант действий для того, чтобы, ну, где-то скорректировать любую ситуацию. Но деньги будут, прочное положение. Новый источник дохода. Давайте, что там по деньгам? А тут вас будет радовать. У кого две работы, или работа, хобби, творчество, или ремесло, как будто дважды, восьмерка пентаклей, работай, у тебя все получится. Нам показан человек, который буквально создает эти пентакли. Перспективная карта, как будто деньгами вы останетесь довольны. Давайте в личной жизни, для тех, кто в паре. Выпадает нам королева пентаклей, и я могу предположить, что тут все прекрасно, мои дорогие, полное взаимопонимание, может быть, подготовка к праздникам, какие-то планы, когда мы даже мечту можем превратить в реальность, и все у нас под контролем, и вы, в принципе, всем довольны. И да, действительно, где-то можно сказать, что у нас все получается, и праздник нам обеспечен. Для тех, кто в сложных отношениях. И неважно, кстати, что у нас выпадает королева Пентакли, меня смотрят мужчины, предположим. Мы говорим об энергетике карты. Вот королева Пентакли из любого хаоса создает порядок, и любую мечту создает в реальность, как будто воссоздает ее. Итак, в сложных отношениях есть возможность помириться, правда? Если вы хотите, то будут и предпосылки. Рыцарь кубков, может быть, и ваш партнер будет где-то тоже настроен на то, чтобы подарки какие-то могут проходить, или приятные эмоции, может быть, и какие-то обещания. Но рыцарь кубков – это не та карта, которая нам на перспективу говорит. Она об этом моменте. Где-то в декабре нас это будет радовать. А уж там, как вы повернете колесницу своей истории, тут будет зависеть от вас. Но определенно что-то позитивное есть. Ну и для тех, кто один или одна, давайте посмотрим новое знакомство. Да, может быть, но тоже нам говорят больше о какой-то легкости, о хорошем настроении. Или мы можем познакомиться, кстати, с человеком, неважно, кто меня смотрит, мужчины или девушки, которые намного младше вас. Или пусть он даже старше, но это тот человек, на которого, увы, пока не понадеешься. Или это просто отношения еще в самом начале, и нам говорят, не забегай вперед, не переводи их сразу во что-то, в какие-то обязательства, да, или в какое-то продолжение. Если ты тоже где-то с легкостью относишься,
то можно приятно провести время, но пока не более того. По сути дела, как рыцарь кубков, так и паж кубков говорит об одном и том же. Но, как минимум, праздник будет, и есть возможность не быть одному или одной, а дальше будет видно. Вот как будто так все-таки карта колесница может вполне означать новое знакомство, и кто знает, которое потом перерастет вот в эту двойку кубков, в искренность, надежность, когда люди понимают друг друга без слов. Перекладывайте на себя, мои дорогие весы, и будьте счастливы и любимы всегда.